Всем привет, с вами Антивирус. Более миллиона пользователей в Steam добавили новую игрушечку Winddoors в список своего желаемого. А между прочим, это кооперативный пиратский экшен от разработчиков из Узбекистана. События в игре разворачиваются во времена золотой эпохи пиратства. Игрокам в роли капитана корабля предстоит бросить вызов Черной Бороде и попасть в самое сердце конфликта между империями, пиратскими федерациями и темными силами. При всем при этом обещают огромный процедурно сгенерированный мир с бесшовными переходами между сушей и морем, а также боевую систему с элементами Dark Souls и абордажами. Также эта игра может похвастаться кооперативом на 4, механикой строительства и переводом на русский. Ох, какая графика офигенная. Блин, качество что надо. Такой лепоты, честно говоря, я не ожидал. Тем более от разработчика из СНГ. Блин, это охренительно. Я не верю, что эта игра существует. Особенно после неудачи Ubisoft. Этот проект как будто бы выглядит на уровне AAA игры. Я думаю, любители пиратской тематики и старых игр обратят внимание на такую крутую игрулечку. Особенно на фоне провалов последних игр в сеттинге пиратства. Мне, пожалуй, только запомнилось Ахой, но и то там разработчики со всего мира собирают деньги на создание игры, а тут, посмотри, уже, не знаю, практически готовый охренительный проект. По крайней мере, качество на высшем уровне, как по мне, ну и лично для меня, не знаю, мне очень сильно все нравится, все эти иконки, карта. Блин, как в Assassin's Creed карта, что-то есть похожее, какая-то такая атмосфера. Так это, слушай, как будто бы вдохновлялись игрой Assassin's Creed Black Flag. Посмотри на все вот эти иконочки современные, красивые, прекрасные. Мое почтение, настройки, музыку повыше надо, да. Потому что на волнах хочется послушать прекрасные мотивы. Ну и получается, игрок сейчас управляет кораблем и может стрелять двумя видами снарядов. Простыми ядрами и, по-моему, ядра с цепью плохо я вижу. Также иконки фиксируют то, что на корабле команда есть. Это 50 человек, и все пока что живы. 50 из 50 человек. Приготовиться стрелять. Дает команду игрок. Готовит оружие. Что-то похожее на ветер есть. Физика паруса такая не сверхэпичная, но и тоже имеется. Я думаю, на нее и не стоит особо обращать внимание. Главное, что она есть. Хотя, блин, я вижу световой бак на парусах. Блин. Ну ладно, я готов не обращать на него внимания. Потому что я, как игрок, концентрируюсь на своем персонаже, правильно? Но этот баг незначительный. И вообще плевать на него, когда такая офигенная игруля. О, есть еще, блин, я не знаю, наверное, не видно. Там, наверное, мое лицо находится. Иконка, которая показывает скорость движения судна. А вот и карта. Можно поставить меточку, посмотреть, куда нужно плыть. В принципе, это что-то невероятное. Прям, я не знаю, я раньше, лет, не знаю, 15 назад, наверное, мечтал, что когда-то будут такие игры. Примерно так я себе и представлял игры про пиратов. О, иконки с оружием. Есть еда, кирка, топор, сабля, пистолет, какая-то дубинка, блин. Свиток, наверное, лечения или что. И дрова. Тут есть крафтинг, получается, некое строительство. Приплыли на остров. Какая-то иконочка интересная на этом острове. Типа один из двух. Как будто открыто одно из двух мест или
какой-то захват этого места. Смотри, как хавает мяско. Нормально покушал. Но игра в целом выглядит вот это вот все качество и вот эта вот графика, как будто прям ММОшка. Но, не знаю, я таких ММОшек не встречал клевых. В инвентаре куча всего. Всякие ракушки. Так, саблей нарубаем растения. И, видимо, будем что-то крафтить. Но выглядит это немножко странно. Мне кажется, саблей не стоит добывать растения. А вот и кирочкой. Точнее, это не кирка, это топор. Топором расхреначил дерево. Нормалдак. Сейчас, видимо, покажут стройку. Кстати, после того, как персонаж поел, у него вдохновление больше, чем на минуту. Скорее всего, это влияет на скорость передвижения и стамину силы. Также в игре есть драки, можно блокировать удары. Ну и, собственно говоря, атаковать. Достает саблю и пистолетик, и начинается строительство. Похоже немножечко окно строительства на мою одну из самых любимых игр по приключениям, выживание, крафтинг. Это Stranded Deep. Только, по-моему, даже лучше окно. Тут, по крайней мере, видно все, что ты строишь. Такое оно не слишком сложное окно, где все понятно. Это хорошо. Низкий порог вхождения будет. А вот и рецепты крафтинга, то есть можно супчик забабахать. Сразу написано, какие ингредиенты для него нужны. Супер. Прям приключение. Кайфовое, цветное, высококачественное. Я смотрю, есть кнопка вызова корабля, как в Вальхале, по-моему. О, нашел скелет. Какой-то интересный. Так, почему-то он очень много решил поесть еды, видимо, готовится к бою. А теперь нападает на Борова. Смотри, какой Боров. 6-го уровня, между прочим. 244 урона наносит пистолет. Ну, как будто этот Боров намного мощнее, чем выстрел один. Слушай, а сабля-то больше дамага наносит. Судя по всему. Так, из Борова падают клыки, оружие, жир, шкура. В принципе, все реалистично. Реалистичный лут из кабана. Приятно. Еще один Боров. Видимо, это лагерь боровов каких-то, кабанчиков. Кабан-то навернулся, ни хрена себе. Он не просто атакует, ты уворачиваешься от кабана, кабан врезается в препятствие, переворачивается и как бы останавливается на пару секунд. Прикольно. Вот это прикольно. Продумано немножечко. Радует. Так. Ну и на карте показана иконка этого места. 0 из 3 найдено. Типа, возможно, тут какие-то секретики. Интересно, что это значит. Наверное, как в Assassin's Creed какие-то сокровища. Смотри, да, он там светится, какой-то сундук. Значит, в этом месте есть 3 сокровища. Кайф. Бегаешь, лутаешь, находишь сокровища, а потом крафтишь, строишь базу. Блин, лепота. Шляпа. Шляпа и какая-то обгоревшая записка. Прикольно. В записке, по-моему, я не успел обратить внимание, но кажется, там что-то про лор игры. Ля. Да. Кайф. Не совсем понял, дается ли квест. Да, дали квест после этой записки. Супер. Добавился он в журнал. Ого, а тут сапоги. Сапоги и несколько бутыльков. Эликсир лечения. Всякие микстурочка. Блин, почему это мне так сильно нравится? Всякие показатели есть у персонажа. Там здоровье, броня. Прикольно. Кстати, хочу обратить внимание, что прямо сейчас на наших глазах происходит динамическая смена дня и ночи, потому что показ геймплея начинался с того, что мы бегали
И был день. Садились на лодку, плыли. А уже темнеет. Такой приятный красный закатик. Морской чисто, кайфовый. Ага, пули нашел. Железные. Супер. Но помощнее поставил патроны. То есть у стрелкового оружия можно будет менять боеприпасы. Это такая некая вариативность в оружии. Птичка. Да, эти боеприпасы явно мощнее. Хотя это птичка первого уровня, и непонятно. Вот надо на Борове сравнить. Но мне показалось, что выстрел этими боеприпасами наносит куда больше дамага, чем стандартные, так сказать. Ля, корыто какой-то. Ну-ка, крабик. 487 дамага. В 2 раза больше. 487. Еще некий рандом имеется по дамагу. Но не сильно он отличается. Ну, получается, из крабов можно добывать какие-то их, наверное, панцири или ракушечки. Крабы не маленькие. Но я бы таких не стал добывать, чтобы сделать суп. Больно огромные, блин. Страшно, как руку откусит. Но это игра, и можно их полутать. Что еще? Показали крафтинг, показали, как плавает, показали инвентарь. Интересно, покажут ли взаимодействие с другими игроками. Это как будто нераскрытый секретик. Хотелось бы увидеть еще этот момент. Так. Ну, ХП знатно потерял от крабов 3-го уровня персонаж. Кстати говоря, мало того, что ГГ, главный герой, повредил себе броню, сейчас он ее восстановил за счет какого-то бинта, видимо. Но и кроме того, у него заполнился инвентарь. И теперь не может крутые штуки загрузить для корабля, провизия, всякое, стройматериалы. И мега крутое оружие. Приходится выкидывать, блин. Вот это я не люблю, когда инвентарь не бесконечный. У него же есть корабль, по идее, вот туда можно все загружать. Но в данный момент приходится выкидывать разработчикам всякий лишний лут. И это не радует. О! Опять собрал 6, так сказать, ракушек. Все, вызывает корабля. Вызывает корабля своя. Да. И там высветилась надпись, что «Дорогой капитан, ваш корабль готов к отплытию». Опа! И тут сразу же, по-моему, вражеский корабль. Но ХП показывается корабля, который неподалеку. Возможно, и не вражеский. Непонятно, стрельбы не началось. Значит, какой-то нейтральный или мирный корабль. Ля. Ночью плавать, конечно, я бы не стал. Еще, кстати, вот имеется 2 иконки на выбор. По выбору боеприпасов для стрельбы из корабля. Но также есть 4 пустые иконки. Как будто еще можно что-то прокачать и добавить в корабль. Кстати, сейчас главный герой дал какой-то приказ своей команде. И они заняли какую-то странную позицию. Типа пригнулись, готовятся к чему-то. Возможно, к абордажу. Смотри, канаты вяжут. Но опять же, надпись сигнализирует о том, что инвентарь заполнен. Ля, начался бой. Вот такой, кстати, стиль боя мне нравится, когда показывает направление движения. Ой, как круто! Блин. Вот это ляпота. Интересно, будет ли абордаж показан. Но как минимум бои на кораблях суперские. Мне такое нравится, как в этом стратегии Total War.
Что-то типа того направления выстрела корабля ядрами. Ни хрена себе, там они урона 7000 наносят. Сколько ж у кораблей хп. Ну оно и логично, это же не Боров, да? Дистанция до корабля 163 метра соседнего вражеского. Между прочим, это транспортный корабль. Получается, мы пиратим. Нормально. Абордаж. Происходит абордаж. Ну-ка, ну-ка. Как это происходит? Капитан пока что не покидает свое судно и управляет до конца им. О. Теперь всякие крики начались на корабле. Не волнуйся, капитан, мы захватим их корабль. Все, началось. Началось Месилово. Это были странные прыжки, но в целом игра-то крутая, правильно? Еще, я думаю, допилят. Потому что это кайф какой-то. Махач пошел. Интересно, можно ли будет прям, залутать корабль, полностью его захватить, типа починить и плавать на нем? Но уже то, что есть такой абордаж, радует, потому что в некоторых играх просто вместо абордажа показывают какую-нибудь заставку, или просто итог, где игра сравнивает параметры предварительно и выявляет сильнейшего, или рандомно от разных параметров. А тут хотя бы ты можешь на что-то повлиять своими ручками. Кофе. Они кофе перевозили. Кофе, пиастры. Команда кричит: забирай добычу. Все, они захватили. Ребята говорят: забирай добычу. Корабль захвачен. Ля. Красота. Отзывает команду. В итоге вражеские корабли ушли. Не понял, ушли ли они на дно. Но победа одержана. И команда поздравляет. Поздравляет, кричат: с победой, капитан. Это их последний день. Они затопили корабль. Вот такая вот нереально крутая и качественная игра, как мне показалось из этого геймплейного показа. Вообще же это survival с элементами приключения в альтернативную эпоху пиратства. Игра сочетает в себе классическую формулу: строй, крафти, выживай. Ну и кроме того, Windors предлагает игрокам строительство баз на суше, кастомизацию собственного корабля и исследование опасных морей. В общем и целом, это сетевой кооператив про пиратов, симулятор выживания и крафтинга с исследованием и морскими боями. Игроков ждут процедурно генерируемые биомы, а также рукотворные подземелья, квесты и сражения с боссами. Тайтл можно проходить соло в оффлайне или в кооперативе с друзьями. Буду с большим нетерпением ждать выхода этой новой игрушечки, ну и, конечно же, следить за ней. Отличный проект. Это был Антивирус. Спасибо тебе за просмотр. Подписывайся на канал за новыми видео. Пока-пока и дергайте меня за бока.